Всем привет! Меня зовут Ольга, добро пожаловать на мой канал. Друзья, сегодня очень важный урок, потому что мы научимся спрягать глаголы в настоящем времени. Что такое спрягать глаголы? Спрягать глаголы – это изменять глаголы по лицам и числам. Делать. Я делаю, ты делаешь, он делает. Да-да, именно об этом мы сегодня поговорим. Ну что, готовы? Поехали! Для начала давайте повторим, что такое глагол. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие. Ноутбук, очки, красивый, хорошо, 5 – это не глаголы. Читать, работать, отдыхать, танцевать, гулять, звонить – это глаголы. Итак, у нас есть глаголы. Вот они. В какой форме они стоят? Сейчас они стоят в форме инфинитива. Что такое инфинитив? Инфинитив – это словарная или начальная форма глагола. Когда мы начинаем изучать русский язык, мы знаем только инфинитив, но не знаем другие формы глагола. Инфинитив нужно знать обязательно. Он поможет нам образовать другие формы. Где взять инфинитив? Правильно, в словаре. Обратите внимание, инфинитив обычно заканчивается на «ти». Видите? Но иногда может быть «ти» или «чи». Как здесь. Хорошо, у нас есть инфинитив. Что дальше? Дальше важно понять, к какой группе относится глагол. Друзья, запомните, в русском языке глагол может быть первой или второй группы. По-другому можно сказать первого или второго спряжения. Мне больше нравится слово «группа». Если мы знаем инфинитив и группу, мы знаем, как изменяется глагол. Если мы не знаем инфинитив и не знаем группу, мы будем делать ошибки. Как понять, к какой группе относится глагол? Это легко. Смотрим на инфинитив. Вот наши инфинитивы. Если инфинитив заканчивается на «ить», значит, это глагол второй группы. Звонить, курить, спешить. Есть «ить», поэтому вторая группа. Если инфинитив заканчивается не на «ить», значит, это глагол первой группы. Читать, писать, работать, гулять. В конце есть «ать» или «ять». Значит, это первая группа. Друзья, конечно, есть исключения, но сейчас мы не будем о них говорить. Я напишу исключения в описании, а вы, пожалуйста, запомните их. А сейчас самое интересное. Мы знаем инфинитив, мы знаем группу, а сейчас узнаем, как изменяются глаголы первой группы в настоящем времени. Есть простой алгоритм. Запоминаем. Берем глагол. Например, этот. Шаг первый. Пишем инфинитив. Если мы не знаем инфинитив,
Мы ищем его где? Правильно, в словаре. Я знаю инфинитив. Это читать. Шаг 2. Удаляем «ти». Остается «чита». Шаг 3. Записываем часть без «ти». Не теряем буквы. Обычно студенты это любят делать. Шаг 4. Добавляем окончание. Окончание зависит от местоимения, а точнее от лица. Это лица. Если это я, добавляем ю. Я читаю. Если это ты, добавляем ешь. Ты читаешь. Если это он, она или оно, добавляем ед. Он читает, она читает, оно читает. Если это мы, добавляем ем. Мы читаем. Если это вы, добавляем ете. Вы читаете. Если это они, добавляем ют. Они читают. Отлично. Еще пример, чтобы закрепить. Работать? Другой глагол. Этот лучше. Первый шаг. Записываем инфинитив. Я знаю инфинитив этого глагола. А вы? Отдыхать. Шаг 2. Удаляем «ти». Отдыха. Шаг 3. Записываем часть без «ти». Не теряем буквы. Шаг 4. Добавляем окончание. Помним, окончание зависит от лица. Я, ю. Я отдыхаю. Ты ешь. Ты отдыхаешь. Он, она, оно ед. Он отдыхает. Она отдыхает. Оно отдыхает. Мы ем. Мы отдыхаем. Вы ете. Вы отдыхаете. И, наконец, они ют. Они отдыхают. Отлично. Еще один глагол. Гулять. Это тоже глагол первой группы, потому что инфинитив заканчивается не на «ить», а на «ять». Удаляем «ти». Остается «гуля». Записываем часть без «ти», не теряем буквы. И, наконец, добавляем окончание. Я гуляю, ты гуляешь, он гуляет, она гуляет, мы гуляем, вы гуляете, они гуляют. Отлично, молодцы. Ребята, иногда вместо «ю» может быть окончание «у», а вместо «ют» окончание «ут». Например, идти. Я иду, они идут. Обычно «у» и «ут» идут после согласных. Но такие окончания встречаются не очень часто. А сейчас попробуйте проспрягать глаголы самостоятельно. Готовы? Давайте проверять. Делать. Я делаю, ты делаешь, он делает, она делает, может быть, оно делает, мы делаем, вы делаете, они делают. Следующий глагол – работать. Я работаю, ты работаешь,
Он работает, она работает, оно работает, мы работаем, вы работаете, они работают. И, наконец, глагол «объяснять». Я объясняю, ты объясняешь, он объясняет, она объясняет, мы объясняем, вы объясняете, они объясняют. Молодцы! Отлично! Ребята, а сейчас, пожалуйста, посмотрите внимательно на эти глаголы. Рисовать, танцевать. Что мы видим? Да, это инфинитивы, и да, это глаголы первой группы, потому что в конце есть «ать». Но есть еще один нюанс. Рисовать, танцевать, есть ова, ева. Видите? Глаголы с ова, ева изменяются немного иначе. Поэтому, если вы спрягаете глаголы, всегда сначала посмотрите, есть ова или ева или нет. Если это глагол с ова, ева, нам нужно сделать еще один дополнительный шаг. Давайте посмотрим, какой это шаг. Итак, глагол «рисовать». Это глагол с ова. Как он изменяется? Шаг первый. Пишем инфинитив. Рисовать. Шаг второй. Это и есть наш дополнительный шаг. Меняем ова на у. Рису. Пишем то, что получилось. Рисуть. Шаг третий. Удаляем ти. И далее, как обычно, записываем часть без ти и добавляем окончание. Получается, я рисую, ты рисуешь, он рисует, она рисует, мы рисуем, вы рисуете, они рисуют. Отлично! Еще один глагол – танцевать. То же самое. Есть Ева, поэтому меняем Ева на У. Пишем то, что получилось. Танцуть. Далее удаляем ти, записываем часть без ти, не теряем буквы и добавляем окончание. Я танцую, ты танцуешь, он танцует, она танцует, мы танцуем, вы танцуете, они танцуют. Отлично! А сейчас, пожалуйста, попробуйте проспрягать глагол «фотографировать» самостоятельно. Готовы? Давайте проверять. Фотографировать – это глагол первой группы, потому что инфинитив заканчивается на «ать». Есть ова, значит, нам нужно сделать один дополнительный шаг. Меняем ова на у. Пишем то, что получилось. Фотографировать. Далее, как обычно, удаляем ти, записываем часть без ти и добавляем окончание. Получается, я фотографирую, ты фотографируешь, он фотографирует, она фотографирует, мы фотографируем, вы фотографируете, они фотографируют. Очень хорошо! Друзья, это все на сегодня. Надеюсь, сейчас вы знаете, как изменяется большинство глаголов первой группы или первого спряжения. Конечно, здесь тоже бывают разные сложные случаи, но об этом позже.
Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях, а я на них отвечу. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Спасибо, пока-пока!